Здравствуйте, дорогие рукодельницы, гости и подписчики моего канала. Приглашаю вас на вязание вот такой красивой ажурной салфетки дорожки. Салфетку можно вязать на любую длину, она будет украшать стол при сервировке, можно ее стелить вдоль или поперек обеденного стола и расставлять блюда. Очень красиво смотрится, нарядно и в то же время изящно. Для вязания салфетки использован простой, но очень красивый ажурный узор. Основа салфетки связана как прямоугольник. И далее выполнена обвязка простыми арочками. Вот такой ажурный край из арочек получается. У меня салфетка вышла размером в ширину 39 сантиметров и в длину 78 сантиметров. Я использовала 3 мотка пряжи, точнее это полиэфирный шнур толщиной 2 мм, Янард макраме. Красивый шнур вот с таким блеском. Здесь моточек 90 грамм, в нем 130 метров. Я использовала крючок номер 4. Этот цвет, сейчас я вам скажу, 165. Дорогие друзья, первая часть мастер-класса вязания салфетки — это узор. Он у меня представлен в другом видео. Смотрите либо по подсказке, либо по ссылке внизу под видео. В этом видео я показываю, как обвязать основное полотно ажурного узора вот такой каймой из арочек. Вяжется очень просто и очень быстро. Для вязания вот основы ажурным узором я уже использовала 2 мотка. И надеюсь, одного мотка мне хватит для обвязки красивой каймой. Точно расход, сколько мне потребовалось шнура для вязания этой салфетки, я укажу под этим видео. А также укажу точные размеры. Сейчас у меня основа связана в ширину 29 сантиметров. Здесь я набирала для 10 повторений узора 41 петлю, плюс для начала первого ряда еще 5 петель, и вязала узор на высоту, пока у меня не закончилось 2 мотка, и у меня получилась длина от основы ажурного узора 65 сантиметров. Вы можете вязать салфетку дорожку на любую длину. Можете связать даже квадрат или прямоугольник для, допустим, какой-то сервировочной небольшой салфетки. А также можете вязать еще длиннее на весь стол. Чтобы закончить ажурный узор и перейти к обвязке, смотрите, провязали последний ряд. Далее закончили вязание, как обычно, столбиком без накида. Далее 5 воздушных петель и столбик без накида в третью петлю первой арочки. То есть как в начале вязания следующего ряда выполняем 5 петель, столбик без накида, и уже после вот этой арочки переходим к обвязке салфетки, то есть вот с этой точки. 1 воздушная петля. Далее выполняем столбик без накида здесь вот в последнюю петлю арочки. И далее мы переходим к вязанию уголка. 1 воздушная петля. Здесь пропускаем петельку. Во вторую петельку арочки провязываем столбик без накида. И в следующую петельку по арочке тоже вяжем столбик без накида. Далее 1 воздушная петля. И здесь пропускаем 1 воздушную петлю, и получается в первую петлю арочки или 5-ю провязываем столбик без накида. Далее смотрите, вяжем по стороне, по боковой стороне узора. Выполняем 3 воздушные петли арочки. Здесь пропускаем, вот у нас идет начало ряда, 1, 2, 3 петелька, и следующую петлю выполняем столбик без накида. Итак, повторяем 3 воздушные петли. Здесь пропускаем 3 кромочные петли, 1, 2, 3, и в следующую выполняем столбик
без накида. Повторяем 3 воздушные петли, отсчитываем 3 кромочные, 1, 2, 3, и в следующую петлю столбик без накида. И выполняем вот такие арочки до следующего угла. Итак, выполняя обвязку из арочек по одной стороне, и смотрите, вот этот край выровнялся после провязывания таких арочек. Причем, смотрите, он не должен ни фалдить, ни стягивать полотно. Вот образуется просто ровный край. В следующем ряду будем уже вязать более пышные арочки для вязания ажурного узора каймы. И вот я довязала до угла. Вот она, последняя угловая арочка. Здесь я выполняю маленькие арочки, 1 воздушная петля, петлю пропускаю, столбик без накида. Здесь на второй петле тоже столбик без накида, как на самом углу, 1 воздушная петля. И здесь через петлю выполняю столбик без накида. Далее 3 воздушные петли. И здесь мы отсчитываем вот 1, 2, 3. И в следующую петлю провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли и столбик без накида. Итак, провязываем арочки, получается, до следующего угла. Итак, обвязываем салфетку по кругу. Дорогие рукодельницы, я уже выполняю обвязку по последней стороне. Это последний ряд ажурного узора. И здесь, смотрите, мы выполняем арочки. Также столбик без накида, но выполняем столбик без накида вот на вершине шишечки. Далее 3 воздушные петли. И здесь мы не считаем, не пропускаем, допустим, 3 петли и в следующую петлю делаем столбик без накида, а на вершине следующей шишечки выполняем столбик без накида. То есть здесь пропускаем, получается, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель узора. Так как раппорт узора составляет 4 петли, как раз 3 воздушные петли и столбик без накида. И последний ряд вот формируется вот и выравнивается верхний край. И здесь, смотрите, довязываю, вот арочка идет 3 воздушные петли, столбик без накида вот в вершину шишечки. И последнюю арочку, вот в начале, вот он был столбик без накида, первый. Здесь делаю 2 воздушные петли, накид, и из вершины вот первого столбика без накида провязываю столбик с накидом, для того чтобы вот последняя петля оказалась на вершине последней арочки, то есть по центру. И сразу начинаем вязать следующий ряд обвязки. Здесь в следующем ряду мы будем уже выполнять арочки из 5 воздушных петель. Набираю арочку 5 воздушных петель. И смотрите, выполняем, вот здесь вот мы выполняли арочка 1 воздушная петля, и на самом углу выполняли 2 столбика без накида подряд. Провязываю столбик без накида, закрепляю арочку, 5 воздушных петель. Далее вновь 5 воздушных петель и закрепляем на следующем столбике. То есть вот они идут подряд на углу, и у нас на углу получается вот такая арочка. Далее вновь 5 воздушных петель. И здесь мы уже пошли вязать по боковой стороне. Вот на следующей арочке из 3 воздушных петель делаем столбик без накида. И далее продолжаем вязать уже арочки более длинные из 5 петель и закрепляем по центру арочек из 3 петель. Довязываем так арочки до угла. И здесь на углу точно так же. Сейчас еще раз покажу. Довязала я уже до второго угла.
И здесь вот перед углом набираю арочка 5 воздушных петель. Закрепляю ее, вот идет арочка с одной воздушной петлей и следующий столбик без накида. И в вершину столбика без накида делаю столбик без накида. Теперь арочка, вновь 5 воздушных петель. И в следующий столбик без накида закрепляю эту арочку. И вот такая петелька получается на самом уголке. Далее вновь 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И уже на следующей арочке из 3 воздушных петель закрепляем. И так продолжаем вязать арочки по кругу. Заканчиваю вязать ряд арочек из 5 воздушных петель. Здесь арочку из 5 петель закрепляю на последней свободной арочке из 3 петель. Далее 2 воздушные петли, делаю 2 накида на крючок. И теперь смотрите, из вершины столбика с одним накидом, который провязывали в конце предыдущего ряда, провязываю теперь столбик с 2 накидами. И образуется последняя арочка. Завершение вязания идет по центру этой арочки. Начинаем сразу вязать второй ряд. Набираем 5 воздушных петель и столбик без накида на следующей арочке. Далее сразу переходим на вязание уголка. Вновь 5 воздушных петель. И вот на угловой арочке провязываем столбик без накида. Далее вновь набираю 5 воздушных петель. И провязываем столбик без накида из той же угловой арочки. И образуется вот такая вот угловая арочка, как петля. И далее уже арочки из 5 петель вяжем, закрепляя столбики без накида на следующей арочке. 2, 3, 4, 5. Итак, провязываем арочки из 5 петель до следующего угла. Угол оформляем точно так же. На угловой арочке делаем 2 столбика без накида. И завершаем ряд точно так же, как мы заканчивали первый ряд. Делаем столбик с 2 накидами, завершая последнюю арочку из вершины столбика от предыдущего ряда. И такими арочками вот мы провязали первый ряд арочек по 3 петли. Первый ряд арочек из 5 петель. Это идет уже второй ряд арочек из 5 петель. И до 5, то есть еще 3 ряда провяжу такими арочками. И такая получится легкая ажурная обвязка салфетки.